Привет, Арми. Когда все участники группы рано разошлись по домам, Тэхён в одиночестве тихо убрался в комнате для репетиций. Там не было ни камер, ни прожекторов, лишь тусклый белый свет в тихом уголке. После изнурительной 14-часовой репетиции участники BTS один за другим уходили. Кто-то жаловался на боль в мышцах, кто-то уже заказал еду, а кто-то даже заснул в машинах. Но Тэхёна там не было. Когда все думали, что он дома, сотрудник группы заснял его на камеру видеонаблюдения, установленную исключительно для обеспечения безопасности. Неожиданно запись просочилась в сеть. И когда HYBE поняли, что видео стало вирусным среди фанатов, все стало ясно. Любовь Арми к Тэхёну была не только к его лицу, не только к голосу, но и к его невидимым действиям. На видео Тэхён стоял один посреди комнаты для репетиций, собирая пустые бутылки из-под воды, подметая крошки от перекуса и даже складывая одеяло, которые оставили участники группы. Он протирал запотевшее стекло собственными руками. Не потому, что ему велели, не потому, что он ждал похвалы, а потому, что сердце подсказывало ему, что так правильно. Когда фанаты увидели это, они поняли, что именно поэтому он отличался от других, потому что даже когда никто не смотрел, он все равно проявлял заботу. Написанное от руки письмо, так и не опубликованное, случайно обнаружила производственная команда. Оно было адресовано не публике, а сотрудникам за кулисами. Фраза была простой, но она нашла отклик в сердцах. Если сегодняшнее выступление будет успешным, то это благодаря вам. Я видимая звезда, а вы невидимый свет. Я вижу вас. Я ценю вас. Никакой подписи, никакого селфи, только его почерк, слегка наклоненный вправо. Письмо молча разошлось по всему персоналу и в конце концов достигло Арми. Комментарии были единодушными: вот за что мы его любим, за то, что он помнит тех, чьих имен мир даже не помнит. Еще один момент, когда Тэхён спас фанатку от панической атаки посреди концерта. В тот вечер все казалось идеальным: ликование, огни и пожар. Но среди тысяч людей подросток-фанат дрожал, задыхаясь. И Тэхён это заметил. Фанкам над стадионом запечатлел этот момент. Он резко повернулся, подавая знак охране. Он твердо указал пальцем. Он даже подошел к краю сцены, продолжая петь, не отрывая глаз от девушки. Пока девушку не заблокировали, Тэхён не переставал жестикулировать. А затем секретная фраза за кулисами, адресованная Чимину: «Если бы не ты, не знаю, был бы я здесь до сих пор». Голос был едва слышен, но Арми поняла, это был голос Тэхёна. Он произнес ее за несколько минут до его сольного выступления, когда его глаза покраснели, а тело напряглось. Но после этого объятия он вышел на сцену с другой силой. Еще один недавно раскрытый секрет: Тэхён чуть не ушел из BTS перед дебютом. Он чувствовал себя недостаточно хорошим, недостаточно сильным. Каждый раз, проваливая вокальную практику, он пробирался в туалет и молча плакал. Но когда выходил оттуда, улыбался, как будто все было в порядке. Видео, которое чуть не удалили навсегда, показало, как Тэхён защищает осветителей после того, как его жестоко отчитали. Он спокойно сказал: «Я просил, чтобы освещение было таким. Если я не прав, это моя вина, а не его». Аплодисментов не последовало, но сотрудники, которых он защищал, только что потерявшие отца, молча плакали. Когда все ушли, камеры видеонаблюдения запечатлели Тэхёна, сидящего в углу, с трясущимися плечами и плачущего, не от усталости, а потому, что его сердце было слишком большим, чтобы вместить все чувства. Затем его безумное решение – отказаться от контракта на $1 миллиард с брендом энергетических напитков. «Я знаю, что многие дети покупают вещи только потому, что я их ношу. Я не хочу быть частью этого», – сказал он. Спонсорская команда была шокирована, HYBE были ошеломлены, но Тэхён оставался непреклонен: «Меня больше волнуют те, кто верит в меня, чем цифры в контракте». Посреди ночи перед концертом в Осаке один из участников группы потерял голос. Паника распространилась. Но пока все спали, в репетиционной комнате горел свет. Тэхён был там, в наушниках, запоминая чужие тексты ради идеального выступления, о котором никто не подозревал.
Во время изначально спокойной прямой трансляции выражение его лица изменилось, когда он прочитал комментарий. «Ты сказал, что чувствовал себя одиноким, да?» Не говоря много, он перебрал на гитаре и спел старую балладу. «Ты думаешь, что ты одинок, но это не так. Я здесь». Его голос был мягким, он не идеален, но он кажется очень реальным. Он поет не для тысяч людей, лишь для одной одинокой души на экране. И, наконец, самая трогательная история пришла от его матери. Накануне объявления о своем дебюте Тэхён сел на край кровати, посмотрел на уличный фонарь и сказал: «Мама, мне страшно. Я боюсь потерпеть неудачу. Я боюсь опозорить всех». В тот вечер мать ничего не сказала, она просто обняла его. Но на следующее утро Тэхён умылся, собрал вещи и сел на поезд до Сеула. Не потому, что был уверен в себе, а потому, что решил продолжать идти, несмотря на страх. И с этого шуга мир узнал его как Ви из BTS. Для ARMY эта история все объясняет. Не потому, что он был идеален, а потому, что, когда мир не смотрел на него, он все равно выбирал любить. И вот мы здесь, после 10 причин, которые, возможно, никогда не будут освещены СМИ, но навсегда останутся в сердцах тех, кто смотрит глубже. Ким Тэхён не просто звезда, он – человек, который выбирает оставаться чутким, когда мир требует гламура. Когда гаснут все огни, когда стихают аплодисменты, и когда на сцене остается лишь его собственная тень, Тэхён все равно выбирает очищать, помогать, утешать и укреплять. От письма, оставленного тайно. От тихой фразы, сказанной лишь для одного уха. До безмолвной песни, которую он поет за кулисами только для одного разбитого сердца. Все это не ради похвалы, а потому, что он такой. Для некоторых Тэхён – айдол. Для ARMY он – напоминание о том, что искренности не нужна сцена. Поэтому, когда спрашивают, за что мы его любим, ответ – не только за его улыбку, не только за его голос. А потому, что он выбирает быть светом, даже когда никто другой не зажигает свет. И за это любовь его поклонников не просто заслужена, она вечна. Will cause different disabilities, so do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I